Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Привез вот я на мотоблоке посылку сдалека. Прислал мне зритель посылку, хотя я его не просил и всячески отказывался. Но вот настоял он, наверное, сильно произвело впечатление на него то, что я газоблок пилю без маски. Хотя я говорил, что я в начале рабочего дня дыхание задерживаю и в конце только начинаю дышать. Прислал он мне посылку, вот привязался. Спасибо ему большое, я не ожидал. Ну, во-первых, вообще приятно, конечно, получать подарки. Хотя с каждым годом все приятнее их дарить, ну и получается также приятно. Порой уже забываешь, что такое подарки, ну, как бы ладно. Прислал зритель мне подарок. Это попурышка детям, также на развлечение. Но это все не важно. А вот то, что здесь лежит, конечно, очень был я приятно удивлен. Спасибо ему большое. Пришли мне маски защитные. Маски для защиты дыхания во время работы. Я работаю, кто не знает, я строю дом, выпиливаю блоки, пылища стоит страшная. Если выпиливать блоки ножовкой, пыли нету. Но это очень долго. Так как я строю один, все надо побыстрее. Пилю шлифмашинкой. Ну вот в предыдущих роликах там есть пылевые облака мои. Так, что пришло ко мне в посылке? Так, сварочные краги. Ух ты, господи, я даже не заметил. Одни сварочные краги, так к тому же еще и зимние. Я, честно сказать, я даже таких не видел. Сварочные краги, в которых я работаю, такого типа, они обычные кожаные. А тут, оказывается, они еще и зимние. В этих сварочных крагах можно зимой на мотоблоке гасать. Что, тепленькие. На меху. Вообще, я даже не знал, что такие существуют. Я думал, они все одинаковые. Блин, ну, очень приятно. Спасибо большое. Сварочные краги обычные. Утепленные, обычные, кожаные перчатки. Ну, их у меня уже супруга присмотрела. Я, как бы они тоже спасибо большое, но я, не хочу их растягивать. Как бы при желании это можно, конечно, но зачем? Жене пригодятся. Так, ну и самые, что необходимые в любой стройке, и в том числе для моей стройки, это картриджи и маска. Я вот на эту маску посматривал давно, но в связи с немалой стоимостью, вот эта маска ЗМ или 3М, как это, я не знаю, как фирма это называется, то ли ЗМ, то ли 3М. Она маска качественная. Я в свое время с интернет-магазина заказывал такую маску, несколько масок, 3 маски я заказал померить. Просто хотел посмотреть, как они на лице, как бы думал что-то купить. Ценник опять же, все всегда в деньги упирается, часто очень. И именно вот эти маски 3М, синенькие, там есть, по-моему, еще какие-то оранжевые, вот эти самые оказались лучшими. Вот именно вот эти части уплотнительные очень хорошо сидят на лице, просто хорошие. Вот эти маски хорошие, я их давно смотрел, как бы сейчас цена вообще поползла на них сумасшедшая. Как именно устанавливается картридж с фильтром? Эти фильтра пылевые, в пластиковой упаковке, видать, от дождя, скорее всего. А тут даже, оказывается, все просто, даже думать не надо. Есть широкие пазы и маленький паз. И, соответственно, на картридже то же самое. Все становится именно по пазам, по-другому не оденете. Одели, повернули, все. Так и со второй стороны. Так что вот эти маски я давно присматривал. И большое спасибо. Обалденная маска. Просто вот я сейчас не то, что в качестве благодарности, конечно, да, но маска просто сама по себе обалденная, потому что у нее и каемочки вот заходят сюда. И я пытался работать в маске в обычной медицинской, пытался там что-то там приколхозить, куда-то зажать, но настолько невозможно. Вот кто работал с ними, когда вот в облаке пыли находишься, невозможно работать. Потому что через вот эти части возле носа влажный воздух выходит, попадает на глаза. На глазах образовывается конденсат, и пыль садится, и у тебя глазки такие красивые, беленькие становятся, постепенно залепляющие, и уже ни черта не видно. В маске в обычной работать невозможно. В такой, конечно, да. Классная вещь. Очень благодарен.
Ну вот эта маска, конечно, я просто, ну, это маска из этой же серии 3М или ZM, но с панорамным стеклом. Это оргстекло или... Нет, это, наверное, пластиковое стекло. Вот эта маска вообще, конечно, она, если там для, я так понимаю, каких-то покрасочных работ, когда все в глаза летит, когда агрессивные среды, вот эта вещь, конечно, очень серьезная. Также одевается легко. Вот на работе у нас есть маски, фильтрующие противогазы с панорамными масками, но даже их сложнее одеть, чем вот эти. Вот ZM-ки они, или 3М-ки, они очень проработаны. Опять же, большой плюс тому, что внутри вставка, и она тоже достаточно хорошо, может быть, чуть-чуть хуже, чем та прилегает к лицу, но при этом весь конденсат, весь влажный воздух выходит через клапана, и при этом не конденсируется на маске. Вот эти фильтра, они уже, я так понимаю, более универсальные, здесь пазиков нету под маленькие, под большие, здесь сразу под все большое сделано, от этого хуже не становится. Можно просто одеть. То есть такие обычные пылевики. Я, еще раз повторюсь, я присматривался на эти маски, но они такие уже цены имеют. Сейчас в Беларуси просто сумасшедшие деньги. И, ну, в плане покупки их я бы никогда себе не купил. Вот, серьезно, никогда. Вот. И также в посылке были беруши. Оранжевые беруши. Ну, это я жене отдам. А то жалуется, что я храплю. Я, конечно, ей не верю, но пускай это теперь будет с берушами. Ну, такая вот посылочка пришла. Очень приятно, очень тронут. Спасибо. Что тут еще скажешь? Ты ничего не скажешь. Вещи прекрасные, вещи пригодятся в стройке, просто незаменимые. В работе, ну, вообще, на даче просто незаменимые вещи. Когда они есть, их можно использовать, защищать органы дыхания, сварочные работы производить, тем более еще и утепленные к тому же. Сама отзывчивость людей, не задумывался о том, что люди не очерствели, потому что то, что сейчас происходит в мире, очень пугает, ну, не меня ничего не пугает, я уже взрослый человек. Ну, вот боишься за детей своих, что там дальше произойдет, что там происходит, чем все закончится. Не могут люди успокоиться, все хотят главенствовать. Хочется, чтобы то, что ты создаешь, не сгорело в ядерном пламени, а досталось твоим потомкам. Ну, это если о грустном. А вообще спасибо большое. Ну, реально приятно, очень тронут. Ну и в заключение этого ролика. Погода сегодня прекрасная, суббота. Сегодня какое, 22-е, по-моему, число. День удался, солнечный. Производим работы. Некоторые ролики у меня еще будут, возможно, там, где я буду какие-то работы производить еще без маски, но во всех последующих будем уже в защитной маске. По поводу огорода, по поводу ржи, которую я посадил, рожь, спрашивали меня, буду ли я перепахивать. Ну, я так думаю, нет, не буду. Но благо есть товарищи у меня дипломированные агрономы, которые подсказали, что если... Да и зрители писали в комментариях о том, что если оставить это до весны, то потом словить момент, когда еще рожь не взлетела, а при этом, чтобы вода ушла, сложно. И рекомендовали все же мне перепахать. Так что буду я всю эту зеленую красоту перепахивать, ну, наверное, где-то в ноябре месяце, предположу. Это что касательно огорода. А так вот такая зелененькая, красивенькое поле, уже культурено. Кстати, если можете заметить, у меня близкое расположение берез, и вот здесь все поле было засеяно листьями, прямо вот так уже слоем хорошим. Немножко раздражало это, наличие огромного количества листьев. Поставил я вставку на газонокосилку для мульчирования, правильно так, по-моему, называется. И проехался газонокосилкой, даже вот сейчас уже октябрь месяц, 22 октября, газонокосилкой я пользуюсь. Всю траву, и трава, кстати, тоже растет потихонечку, но ее скосил. И всю лиственную часть, вот как здесь огромное количество листьев, газонокосилка перемолола, красиво, и убирать не надо. Не надо собирать эти листья,
в мешок, выносить их просто в кашу, и как бы как удобрение оно и осталось на земле. Вот такая красота. Так что даже в октябре месяце газонокосилка помогает, работает. И все это делается быстро, очень-очень быстро. Вот оно сейчас, как выглядит у меня мой участок. Это если просто смотреть на красоту, которую может создать человек. То, что все это можно разрушить за доли секунды, это да. То, что вот я создавал, условно, годами. Создавал огород, создавал парк свой березовый, создавал планировку здесь земли. Из года в год, начиная с 15 года, вот сейчас 17-й, 7 лет, наводил красоту, и то еще. В общем, на этом все. В этот ролик выйдет раньше всех. Потом еще будут много строительных роликов. Ну, в общем, все. Всем мира и добра.